Доброго хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть. Ссылку на канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня я для вас на этом канале подготовила опять очень красивый шедевральный узор. Это опять декоративная сеточка. Очень богато смотрится. И такой узор пригодится вам в вязании очень многих ваших интересных вещиц. Таким узором вы сможете связать богатейшую, красивейшую шаль или бактус. Также таким узором у вас получится красивое вечернее платье или же какая-то туника, нарядная кофточка и много-много другого. И как всегда я вам скажу, что узор этот не очень сложный, потому что мы сейчас попетелечно его разберем, и я буду стараться вам в этом максимально помочь. Образец, который вы видите перед собой на экране, я связала из стопроцентного турецкого хлопка. Это хлопок Лилу. И вот картиночка этого хлопка сейчас плывет перед вами. И под этот узор, под эту ниточку я взяла крючок японского производства фирмы Тулип. Размер головки крючка в миллиметрах 1,1. Раппорт этого узора состоит из 5 арочек в ширину и 8 рядов в высоту. И мы петелька за петелькой сейчас одолеем и этот узор. Ну а для вязания нашего образца сегодня я беру нитку чуть-чуть поплотнее. Это хлопок бегония. Хороший цвет нитки, который будет хорошо отображаться в камере. И, соответственно, крючок побольше номером. Это та же фирма Тулип. Номер 1,5 в миллиметрах головка крючка. И мы сегодня наберем 2 раппорта. Это будет 10 арочек. Набираем первую петельку. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3. Накида на крючок. Возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Это одна первая арочка раппорта. Вяжем следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 накида на крючок. Возвращаемся в петельку соединения между арочками. Захватываем 2 дужки и вяжем столбик с 3 накидами. Провязали. У нас есть уже 2 арочки раппорта. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 накида на крючок. Опять возвращаемся в петлю соединения. Вяжем столбик с 3 накидами. Четвертая. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3 накида на крючок. Вернулись в петлю соединения и вяжем столбик с 3 накидами. И последняя арочка раппорта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 3 накида на крючок и опять связали столбик с 3 накидами. Это у нас раппорт нашего узора. Я свяжу еще один такой же раппорт. Я сделала набор на 2 раппорта. Это 10 вот таких вот арочек. Теперь одну из дужек я обвязываю 6 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Между арочками вхожу в петельку соединения, делаю соединительный столбик.
и перехожу под следующую арочку. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Опять между арочками в петлю соединения соединительный столбик и перешла в следующую арочку, снова 6 столбиков без накида, и так обвязываем весь этот ряд. Я обвязала одну из дужек. При обвязывании последней арочки упрятали хвостик. Теперь делаем одну воздушную петлю, возвращаемся в последний столбик без накида и вяжем столбик без накида, это для разворота. И теперь отсюда мы начинаем вязать уже наш узор. У нас набрано 2 раппорта. Один из этих раппортов мы разделим на краевые арочки, и одна арочка будет для симметрии. 2 краевые и 2 краевые. И вот 5-я арочка, это будет для симметрии, а по центру у нас получится 1 раппорт, и он в процессе вязания будет повторяться. Отступаем сначала 2 арочки. Под эту дужку мы вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Между арочками заходим в петельку соединения, делаем соединительный столбик. Вяжем под 2-ю арочку тоже 7 столбиков без накида. Связали. Между арочками у нас соединительный столбик. И вот у нас 1-я арочка раппорта, из которой мы будем вывязывать сейчас наш цветок. Переходим, сначала вяжем 2 столбика без накида. Теперь вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Оставили эту петельку. Возвращаемся в 1-й столбик без накида в этой арочке. Вот он. И протягиваем оставленную петельку. Теперь под цепочку мы вяжем 10 столбиков без накида. Теперь 1 полустолбик с накидом. Далее 1 столбик с накидом. Далее 1 столбик с 2 накидами. И 1 столбик с 3 накидами. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся в 1-ю петельку этой цепочки, захватываем 2 дужки и делаем соединительный столбик. И под последнюю цепочку, а это столбик с 3 накидами, вяжем 9 столбиков без накида. Связали, и теперь у нас следующая цепочка. Мы вяжем под эту цепочку 10 столбиков без накида. 1 связали, чуть-чуть подтянули, вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 и 10. 10 столбиков без накида. Теперь мы крючком заходим в последний столбик без накида нашей основной арочки и вяжем соединительный столбик. Переходим под арочку, вяжем столбик без накида. Мы с вами связали первый лепесток нашего цветка. Теперь вяжем второй. Снова вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Оставили эту петельку. Заходим крючком в предыдущем лепестке посерединке. Вот петелька между этими двумя дужками. И протягиваем сюда нашу оставленную петельку. Теперь мы обвязываем опять эту цепочку, делаем лепесток. У нас сначала должно быть 10 столбиков без накида. Мы вяжем 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь подхватываем предыдущий лепесток. От вот этого изгиба мы считаем 1, 2, третья петелька. Мы входим и провязываем столбик без накида. Теперь возвращаемся опять под нашу цепочку и продолжаем вязать наш лепесток. Теперь мы довязываем 9 столбик без накида и 10 столбик без накида. Теперь полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Четыре воздушные петли. Возвращаемся в первую петельку цепочки. Делаем соединительный столбик. И теперь обвязываем вот этот вот столбик с 3 накидами. Вяжем 9 столбиков без накида. Связали и под следующую половинку цепочки мы должны уложить 10 столбиков без накида. Вяжем первый, хорошенько подтягиваем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Теперь крючком входим в последний столбик без накида на нашей арочке, делаем соединительный столбик и под арочку провязываем столбик без накида. Мы с вами связали уже второй лепесток нашего цветка. Теперь вяжем третий. Мы отсюда снова набираем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Оставили петельку. Опять берем предыдущий лепесток и входим между дужками. Вот эта петля. Мы вошли крючком, подхватили оставленную петельку и ее протянули. И обвязываем опять наш лепесток. Сначала мы вяжем 8 столбиков без накида. Опять подхватываем последний лепесток.
От изгиба берем одну петельку, вторую петельку и в третью петельку мы, присоединяя наш третий лепесток, провязываем столбик без накида и возвращаемся опять под нашу цепочку, довязываем еще один столбик без накида и второй столбик без накида. Всего получилось вот здесь вот 10. Теперь один полустолбик, один столбик с накидом, один столбик с двумя накидами и один столбик с тремя накидами. Четыре воздушные петли. Раз, два, три, 4. Вернулись в исходную петельку этой цепочки, сделали полустолбик и под цепочку, под столбик с тремя накидами вяжем 9 столбиков без накида. Вторая половина этой цепочки у нас должно быть 10 столбиков без накида. Связали первый, подтянули. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Последний столбик заходим. Делаем соединительный столбик и под дужку, под нашу арочку вяжем снова столбик без накида. У нас уже получилось 1, 2, 3 лепестка. Нам нужно вот это вот основание повторить еще 2 лепестка и делаем это. Снова набираем 13 воздушных петель. Оставили петельку, присоединили ее посередине предыдущего лепестка и обвязываем наш лепесток. Сначала вяжем 8 столбиков без накида. Связали. Подхватываем последний наш лепесток, пропускаем 1, 2 в третью петлю, провязываем столбик без накида, возвращаемся под цепочку, вяжем еще 2 столбика без накида, теперь полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с двумя накидами и столбик с 3 накидами. Четыре воздушные петли. Возвращаемся в основание этой цепочки, делаем соединительный столбик и под столбик с 3 накидами вяжем 9 столбиков без накида. Вторая половина. Мы под нее должно под вот эту вот цепочку связать 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и присоединили соединительным столбиком к основанию. Переходим опять по основанию еще одним столбиком без накида и вяжем последний лепесток.
Мы связали последний лепесток, крепим его к основанию, и в основании мы еще должны провязать один столбик без накида. И теперь давайте посмотрим, какой цветок у нас получается сегодня. Вот этот цветок у нас выглядит вот так вот. И это была первая арочка раппорта. Ну а теперь у нас остается еще 4 арочки раппорта, и мы их просто обвязываем. Подхватываем петельку, переходим в следующую арочку и под нее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Между арочками мы делаем соединительный столбик. Переходим в следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Опять между арочками соединительный столбик. Следующая арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Между арочками у нас соединительная петля. И последняя арочка раппорта. Опять 7 столбиков без накида. И соединительная петля между арочками. Мы с вами связали первый ряд нашего раппорта. В этот раппорт входит арочка, где будет располагаться цветок, и еще плюс 4 арочки. Вот этот вот раппорт повторяется в полотне. Ну, а мы заканчиваем наш ряд. Здесь у нас будет теперь цветок для симметрии и 2 краевые арочки. Мы переходим под следующую арочку, и сейчас мы будем вязать точно такой же цветок. Вяжем в арочке 2 столбика без накида. Теперь 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Связали, оставили петельку. Возвращаемся в первую петельку, в первый столбик без накида и протягиваем эту оставленную петлю. Теперь под цепочку мы вяжем 10 столбиков без накида. Теперь 1 полустолбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 столбик с 2 накидами и 1 столбик с 3 накидами. Теперь вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем соединительную петлю с первым столбиком без накида этой цепочки. И теперь под столбик с 3 накидами вяжем 9 столбиков без накида. Связали. Дальше под цепочку, под вторую половину вяжем 10 столбиков без накида. Связали 10 столбиков без накида. Теперь заходим крючком
последний столбик без накида на нашей основной арочке, делаем соединительный столбик и провязываем следующий столбик без накида. И теперь снова вяжем 13 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Оставили петлю в предыдущем лепестке по серединке, входим крючком и протягиваем нашу оставленную петлю. Теперь мы вяжем в начале 8 столбиков без накида. Подхватываем предыдущий связанный лепесток. На ребре отсчитываем 1, 2, 3 петля. И в эту третью петлю мы провязываем столбик без накида. Теперь заходим опять под цепочку, довязываем еще 2 столбика без накида. Теперь полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с 2 накидами и столбик с 3 накидами. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем пико соединительным столбиком и под столбик с 3 накидами вяжем 9 столбиков без накида. Далее под вторую половину цепочки мы вяжем еще 10 столбиков без накида. Зашли в последнюю петельку на нашем основании, в последний столбик без накида, присоединили соединительным столбиком наш лепесток и перешли, связали следующий столбик без накида и опять отсюда вяжем третий лепесток. Опять 13 воздушных петель и повторяем вот такой вот лепесток. В этой арочке у нас точно так же, как и первый раз, должно быть 1, 2, 3, 4, 5 лепестков. Вместе вот такой вот у нас цветок на 5 лепестков. Довязываем самостоятельно уже этот цветок. Ну вот мы связали уже второй цветок. Это тот, который для симметрии в этом ряду. И у нас остается еще 2 арочки. Мы их просто отступаем от края при поворотных рядах и обвязываем эти арочки по 7 столбиков без накида. Между арочками из петли соединения соединительный столбик, последняя арочка, еще 7 столбиков без накида. Теперь с первым столбиком без накида, когда мы начинали вязать вот этот вот ряд, делаем еще раз столбик без накида, воздушную петлю, разворачиваем вязание и в первый же столбик без накида провязываем столбик без накида. У нас получился разворот на следующий ряд. А теперь давайте посмотрим, что мы связали. Мы с вами связали первый ряд. Мы отступили 2 арочки, связали раппорт. Теперь вот этот цветок у нас для симметрии. И снова отступили 2 арочки. И вот это есть наш первый ряд нашего узора. А сейчас мы перейдем на второй ряд. Ну что ж, мы подошли ко второму ряду. Отсюда мы вяжем 6
воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять и 6. И над первой арочкой в четвертой петле провязываем столбик без накида. Дальше у нас снова должна связаться арочка из 6 воздушных петель. Но, как вы понимаете, что вот этой вот сеточкой мы сейчас будем скреплять между собой все наши лепестки. И здесь мы вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Подхватываем первый лепесток, цепляем вот здесь вот за 2 дужки, провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. Раз, два и 3. Мы связали 6 вместе воздушных петель. И вот наша следующая арочка. В четвертую петлю мы вяжем столбик без накида. Дальше у нас вяжется опять 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Наша следующая арочка, вот она. Раз, два, третий лепесток. Получается вот эта вот петля. С изнаночной стороны вошли, вывели на лицевую сторону. Если смотреть на этот ряд, так как он сейчас лежит, провязываем столбик без накида. Снова вяжем раз, два, три, 4, 5 и 6 воздушных петель. Следующая арочка. Провязываем столбик без накида. И теперь у нас арочка с прикреплением к последнему лепестку. Раз, два, три воздушных петли. Подхватили лепесток. Точно так же подхватили 2 дужки. Провязали столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. Раз, два и 3. И вот наша следующая арочка. Провязываем столбик без накида. Мы связали цепочку воздушные арочки над первым цветком и прикрепили первый лепесток и последний лепесток. Переходим на следующий раппорт. Здесь у нас вяжется арочка из 6 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Посередине арочки это четвертая петля, столбик без накида. И сейчас нам нужно будет снова прикрепить наш первый лепесток. Вяжем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Берем этот лепесток, захватываем 2 дужки, вяжем столбик без накида, провязываем 3 воздушные петли. И вот наша следующая арочка под лепестком. Посерединке вяжем столбик без накида. Теперь снова раз, два, три, 4, 5 и 6. Здесь у нас вот арочка, на которой наш цветок, и под третьим лепестком провязываем столбик без накида. Снова вяжем раз, два, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Следующая арочка. Провязываем столбик без накида. И теперь вяжем раз, два, 3 воздушные петли. Берем наш последний лепесток, подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. И теперь вяжем раз, два, 3 еще воздушные петли и переходим в нашу последнюю арочку. Провязываем столбик без накида. А в конце у нас идет 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами с угловой петелечки.
Мы связали с вами уже 2 ряда. Теперь разворачиваемся и переходим на 3 ряд. Здесь у нас вяжется полная арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И мы должны связать столбик без накида. Вот наша полная арочка под лепестком. Мы разворачиваем этот лепесток. И так как мы крепили к лепестку после 3 петель, то теперь в этой же петельке мы свяжем столбик без накида. И вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Следующая арочка у нас. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая арочка. Вяжем столбик без накида. Теперь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 и центр арочки у нас вот он, там где было крепление к лепестку, мы провязываем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь у нас под лепестком нам нужно закрепиться в центр арочки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим, подхватываем следующую арочку. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И центр арочки предыдущей у нас там, где крепление лепестка. И в это же крепление мы провязываем столбик без накида. И последняя арочка этого ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. И мы прямо под цепочку провязываем столбик без накида. И связали с вами 3 ряд. Теперь вяжем 4 ряд. Здесь у нас вяжется 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Разворачиваем вязание. И в первую же арочку вяжем столбик без накида. Далее мы должны продолжить крепление нашего цветка. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую арочку. Вот она. И подхватываем соединение между первым и вторым лепестком. Вот у нас петелька с соединением. Провязываем столбик без накида. Вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот наша следующая арочка. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Наша следующая арочка, мы ее подхватываем. И точно так же подхватываем между первым и вторым лепестком цветка соединение, вот 2 дужки, петелька, провязываем столбик без накида. И переходим дальше по ряду. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И следующая арочка, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять мы подошли к цветку, заходим, подхватываем арочку и подхватываем
соединение между первым и вторым лепестком. Обязательно схватите 2 дужки, чтобы не растягивалась никакая петля. Провязываем столбик без накида. Вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую арочку, провязываем столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Опять подхватываем арочку и соединение между первым и вторым лепестком провязываем столбик без накида. И заканчиваем ряд. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Заходим в последнюю арочку, провязываем столбик без накида. И здесь у нас вяжется 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок. И из последней петельки предыдущего ряда вяжем столбик с 2 накидами. И мы с вами связали уже 4 ряда. Теперь разворачиваем вязание и вяжем 5-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Переходим в следующую арочку. Здесь этот ряд у нас будет вязаться, нигде ничего не цепляя. Мы просто провязываем цепочки по 6 воздушных петель и в каждой следующей арочке делаем столбик без накида. И вяжем последнюю арочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Довязали 5-й ряд. Переходим на 6-й. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разворачиваем вязание. В этом ряду мы будем цеплять вот 1, 2 в 3 вот этих вот арочках. Столбик без накида. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Заходим под следующую арочку. У нас 3 лепестка, 3 арочки. Зашли под следующую арочку, подхватили практически вершинку нашего листочка. Вот так вот. И провязали столбик без накида. И теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подхватываем следующую арочку. Этот средний листок у нас немножко выше, и мы подхватываем его вот здесь вот посередине, заходя с изнаночной стороны и вышли под ребро на лицевую сторону, протянули петлю под арочку и провязали столбик без накида. И снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вот наша следующая арочка. Мы опять ее подхватили. И третий лепесток мы подхватываем вот в этом месте. Снова вяжем столбик без накида. Дальше у нас вяжутся просто цепочки. Переход между цветами. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Перешли в следующую арочку, связали столбик без накида.
И раз, два, три, четыре, пять и 6. И перешли в следующую арочку, связали столбик без накида. И теперь у нас снова 3 арочки, 3 лепестка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Подхватили цепочку, арочку и подхватили лепесток. Вот в этом месте провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Средний лепесток подхватили арочку и подхватили вот это вот ребро и провязали столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. Подхватили следующую арочку и последний цветок, последний лепесток, третий, тоже в этом вот месте подхватываем и вяжем столбик без накида. И здесь у нас остается связать арочку 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель и еще половинка арочки. 1, 2, 3, 2 накида на крючок, и из уголка мы вяжем столбик с 2 накидами. Мы с вами связали 6 рядов и сделали скрепление практически всего цветка. Я предложила прикрепить к сеточке вам этот цветок вот так вот. У меня практически вот эти вот верхушечки остаются свободными. Они потом гладятся и создают красивый эффект, если они не прикреплены к нашей сеточке, к полотну. Но так как я здесь вяжу еще 7 и 8 ряд, то при желании вы сможете закрепить еще, по крайней мере, вот эти вот 2 кончика, 2 лепестка. Я же в своем случае этого не делала. И 7 и 8 ряд у меня самый простой. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушных петель. И в каждую следующую арочку у меня столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующая арочка, столбик без накида. Так мы вяжем до конца ряда. Завершаем ряд. У нас здесь цепочка из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим прямо под цепочку, вяжем столбик без накида и вяжем последний 8 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Развернули вязание и точно так же весь ряд мы вяжем обычные цепочки воздушные, и в каждой следующей арочке мы просто провязываем столбик без накида. Вяжем точно так же снова до конца ряда, в конце свяжем вместе. И вот у нас финиш нашего ряда. Последняя цепочка из 6 воздушных петель и угловая арочка. Здесь 1, 2, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и с угловой петельки вяжем столбик с 2 накидами. И мы с вами завершили полный раппорт. Вот что у нас получается. Это в неглаженном виде. Все это выглаживается и очень красиво ложится. Ну, а следующий раппорт будет вязаться все то же самое, только лишь, как вы понимаете, наши цветы будут располагаться в шахматном порядке. И в следующем раппорте у нас получается только лишь один цветок. Он будет вот здесь вот в этой арочке,
как раз получается по центру между этими цветами. И у нас получается, что, чтобы дойти до этого места, мы делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, и здесь у нас в этом раппорте половинка на углу арочки, мы вяжем 4 столбика без накида и соединительный столбик между арочками. А дальше в каждую арочку по 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И опять соединительный столбик. И так мы доходим до вот этой вот арочки. Мы дошли столбиками без накида до нужной нам арочки. И в этой арочке мы вяжем точно вот такой вот цветок, как мы с вами вязали уже первый раз и второй раз. А после него мы опять просто вяжем столбики без накида. И последний угловой у нас вяжется 4 столбика без накида. И тогда разворачивается, вяжутся такие же цепочки, как мы вязали, но крепится во втором раппорте у нас будет уже только посередине вот этот вот второй цветок. Думаю, что нет смысла вязать второй раппорт и показывать вам то же самое, занимать ваше время. Вы уже успешно с этим справитесь, потому что этот раппорт не очень сложный, но смотрите, как красиво, как интересно он получается. И мы с вами еще раз это посмотрим на большом образце. И вот наш большой образец. Смотрите, какая красота. Шаль, конечно, будет из этого очень красивая. Это у нас лицевая сторона нашего рисунка. И вот так вот аккуратная сеточка у нас получается на изнаночной стороне. Приемлемо просто и очень красиво. Я надеюсь, вам и этот узор понравился. Жду ваши комментарии, жду ваши пальчики вверх. А я буду на сегодня с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.